Всех приветствую на канале Виктория Вяжет. В прошлом видео мы связали с вами сантика. Кто еще не связал, ссылка будет под этим видео. В этом видео свяжем снеговичка. Все нужные материалы будут также в описании под этим видео. По желанию добавляем люрекс. Вяжем тело. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Во втором ряду провязываем 6 прибавок. В конце у вас должно всего получиться 12 столбиков без накида. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка, и так 6 раз. В конце у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка, и так 6 раз. В конце у вас должно получиться 24 столбика без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В пятом ряду вяжем 3 столбика без накида, прибавка, и так 6 раз. В конце у вас должно получиться 30 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 ряд вяжем по 30 столбиков без накида, всего 5 рядов. Провязали 5 рядов по 30 столбиков без накида, вяжем 11 ряд. 3 столбика без накида, убавка, и так 6 раз. В конце у вас должно получиться 24 столбика без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В 12 ряду вяжем 2 столбика без накида, убавка, и так 6 раз.
В конце у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Провязываете самостоятельно до конца ряда. В 13 ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 24 столбика без накида. Провязывайте до конца ряда самостоятельно. Далее 14, 15, 16, 17 и 18 ряд вяжем по 24 столбика без накида. Провязали 5 рядов по 24 столбика без накида. Далее добавляем наполнитель. Набиваем игрушку так, чтобы она держала форму. Сначала набиваю нижнюю часть детали. Вяжем 19 ряд. 2 столбика без накида, убавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Провязывайте до конца ряда самостоятельно. В 20 ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 12 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Теперь набиваем верхнюю часть детали. Набиваем так же, чтобы она держала форму. В 21 ряду делаем 6 убавок. Оставляем длинный хвостик и обрезаем нить. Цепляемся кончиком иглы за передние полупетли и затягиваем отверстие. В конце нить прячем вовнутрь. Тело готово. Приклеиваем глазки.
Перед тем, как приклеить заднюю часть глаза, надо отшлифовать. Глазки приклеиваем между 16 и 17 рядом. Между глаз 2 столбика без накида. Вышиваем нос между 15 и 16 рядом. Ширина носа 2 столбика. Делаем 3 стежка. Обрезаем нить, делаем узелок и прячем вовнутрь. Теперь нам понадобится черная швейная нить. Будем делать сверху и снизу контур носа. Иглу вставляем в те же места, где мы вышивали нос. Сразу же выводим нить над глазом и вышиваем брови. Брови вышивайте в произвольном порядке, как вам больше нравится. Далее выводим иглу под носом и вышиваем рот. Рот можно вышить треугольником, либо дугой, как вам больше всего нравится. Как видите, у меня тоже получается не все с первого раза. Далее поворачиваем боком, находим середину и выводим иглу между 10 и 11 рядом. Далее поворачиваем передней стороной, находим середину, я все делаю примерно на глаз, и вышиваем руку вместе с пальчиками. Пальчики вышиваю маленькими стежками, так будет смотреться аккуратнее. То же самое делаю с другой стороны.
Вяжем шарф. Я добавляю люрекс золотого цвета. Набираем 56 воздушных петель. Это количество петель должно хватить, чтобы обмотать шею снеговика 2 раза. Если у вас не хватает петель, вы можете добавить сколько нужно. Набрала я 56 петель, обрезаю нить. Обматываем шею 2 раза и завязываем. Шарф готов. Вяжем шляпу черного цвета. Буду вам показывать на зеленой пряже, так как будет лучше видно. Делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. Во втором ряду провязываем 6 прибавок. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка, и так 6 раз. В конце у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Вяжите самостоятельно до конца ряда. Четвертый ряд вяжем за заднюю полупетлю, провязываем 18 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Далее вяжем 5, 6 и 7 ряд по 18 столбиков без накида. Всего 3 ряда. Провязываете самостоятельно. Провязали 3 ряда по 18 столбиков без накида. В 8 ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка, и так 6 раз. В конце у вас должно получиться 12 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В 9 ряду вяжем теперь за переднюю полупетлю 12 прибавок. В конце у вас должно получиться 24 столбика без накида.
Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В 10 ряду провязываем за переднюю полупетлю 24 столбика без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В конце делаем соединительный столбик, оставляем длинный хвостик для пришивания. Шляпа готова. Вышиваем на шляпе бляшку. В произвольном порядке примерно 2 столбика шириной. Завязываем на узелок и обрезаем лишние нитки. Добавляем немного наполнителя. Пришиваем шляпу к голове. Для удобства закрепляем иголкой. Пришиваем между 9 и 10 рядом, делаем небольшие стежки. В конце прячем нитку вовнутрь и обрезаем. Закрепляем веревочку. Завязываем ниточку на узелок. Все, снеговичок готов. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всем пока-пока.